Если входите в нашу семью, обратной дороги нет. Семья превыше всего. Это дело чести. Могу сказать спасибо судьбе, что на том этапе рядом со мной был надежный товарищ, друг. Для России это дорого стоит. Мы никогда не сможем конкурировать, это объективно. Мы так любим свое Подмосковье, что вот постоянно говно это, извините, разгребаем. За бюджетный счет причем. Роман, твоя работа. Работаем, Андрей Юрьевич. Российское государство во многом похоже на мафию. Вся власть поделена между несколькими крупными кланами, которые возглавляют друзья, коллеги и сослуживцы Путина по КГБ. Эти кланы контролируют крупнейшие предприятия России и получают сотни миллиардов рублей из бюджета. Порой они жестоко воюют между собой за ресурсы и влияние. Некоторые лидеры этих кланов буквально ненавидят друг друга. Но как бы они ни враждовали, все следуют железному правилу – подчиняться боссу всех боссов. Так сегодня и так будет всегда. Сегодня мы расскажем историю одного из самых могущественных кланов России. В его подчинении находится один из крупнейших регионов и вся армия. Лидеры этого клана несут прямую ответственность за войну в Украине и гибель десятков тысяч невинных людей. Кого бы вы могли назвать своим политическим, ну скажем так, крестным отцом? Шойгу. Салют. Знакомьтесь, это представитель одного из самых влиятельных кланов России. Его лидер – министр обороны Сергей Шойгу. Кроме него, в клан входит член Совета Федерации Юрий Воробьев и два его сына – губернатор Московской области Андрей и известный предприниматель Максим. Эти две семьи объединились благодаря знакомству Шойгу с Воробьевым-старшим. С ним министр обороны дружит уже больше 30 лет. Дружим давно, со времен Советского Союза. Нам есть что вспомнить, и нам есть что предъявить следующим поколениям. Шойгу и Воробьев работали в Красноярском крае, а затем переехали в Москву и создали Российский корпус спасателей – прообраз современного МЧС. Все это время мой замечательный друг Юрий Леонидович Воробьев стоял рядом. В 90-е и 2000-е, когда Шойгу был министром по чрезвычайным ситуациям, Юрий Воробьев занимал пост его первого заместителя. Мы даже говорили, мы как помойное ведро. Мы всегда брали на себя то, что никто другой не брал. В середине 2000-х Воробьев-старший пошел своей дорогой. Сначала он стал сенатором, а затем и заместителем председателя Совета Федерации. На этом посту он остается до сих пор. К моменту ухода Воробьева-старшего в политику в команде Шойгу уже работал Воробьев-младший, будущий губернатор Московской области. Поначалу он отвечал в клане за бизнес, но затем ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Он сказал: Андрей, мне нужен партнер, мне нужен помощник, и меня пригласил. Возникнут трудности, просто скажи. Вот этому человеку. Он как отец. И с тех пор карьера Воробьева просто полетела в космос. Нажимай на тормоза! В 2003-м он баллотировался в Госдуму, а уже в 2005-м возглавил Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия». И, наконец, в 2012-м Шойгу неожиданно возглавил на полгода Московскую область, а затем и Министерство обороны. А руководство регионом он по наследству передал Андрею Воробьеву. Чего нас клеймить позором? Это наша страна. Мы в своей стране помогаем своим людям. С усилением политического влияния клана расширялась и его бизнес-империя, управлять которой доверили младшему брату губернатора Максиму Воробьеву. После того, как Шойгу стал министром обороны, компания Воробьева «Русское море» заключила контракты на поставку рыбы для российской армии. Короче, $4 за фунт. Другая компания Воробьева входит в группу «Самолет». Это один из крупнейших российских застройщиков, который возводит жилые дома, в том числе в Подмосковье. Проблем с разрешением на строительство у Воробьева Максима, думаю, не возникало, учитывая, что регионом руководит его брат Воробьев Андрей. Чуткая власть не про законы и постановления, она про культуру отношений. Как подсчитал журнал Forbes, в прошлом году состояние Максима Воробьева составило более $500 миллиарда. Как члены клана Шойгу, человека напрямую ответственного за вторжение России в Украину, Воробьевы политики не могли не поддержать войну. Нет другого пути, как признать все-таки республики Донбасса и защитить их границы от грядущего нападения со стороны украинских нацистов. Ситуация с операцией лучше, чем президент, вряд ли кто-то скажет. Мы ее все прекрасно понимаем. Главный вызов заключался в том, что буквально в ближайшее время перед нашими окнами стояли бы ракеты. Это плохая история.
Когда губернатор Воробьев пугает нас ракетами под окнами, то понятно, чьи ракеты он имеет в виду. Конечно же, США и всего коллективного Запада. Кто тут тайный агент, который сообщает Андрею Юрьевичу такую ценную информацию о западных ракетах, я не знаю, но одно предположение у меня есть. В Париже, в 2 километрах от Эйфелевой башни, на авеню Маришаль-Монури, у кромки Булонского леса, есть исторический жилой комплекс Walter Buildings, построенный в начале 30-х годов прошлого века в стиле арт-деко. Тут квартировали мировые знаменитости – теннисист и основатель марки Lacoste Рене Лакост и даже Катрин Денев. А в 2007 году здесь поселилась Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, которую посадил за решетку собственный отец за непомерную коррупцию. В этом же историческом комплексе в 2011 году Максим Воробьев с женой купили квартиру за 12 миллионов евро. Недвижимость супруги оформили на свою французскую фирму. В документах этой компании указано, что супруги Воробьевы – граждане Израиля. Вдобавок к этому, как выяснили важные истории, Светлана Калининская – гражданка Латвии, Сингапура и резидент Монако. На Лазурном берегу она занимала апартаменты в фешенебельном комплексе «Резиденс Метрополь» в 2 шагах от моря и крупнейших казино Монте-Карло. Покупайте землю. Бог ее больше не создает. В Лондоне Светлана Калининская владеет магазином премиальных детских товаров, где продается мебель ручной работы и винтажные игрушки. К примеру, лошадка-качалка почти за 10 тысяч фунтов. Или кроватка для маленькой принцессы за 12 тысяч. Шоурум этого бутика расположен в центре британской столицы в элитном районе Челси. Бизнес-интересы семьи Воробьевых распределены буквально по всему миру. В другой части света, в Сингапуре, Максим Воробьев основал фонд «Америус», который инвестирует в инновационные компании в Европе, США и Юго-Восточной Азии. В общем, пока одна часть клана Шойгу, та, что отвечает за политику, одобряла войну и голосовала за то, чтобы ваши дети горели в танках под Киевом, другая часть клана, та, что отвечает за бизнес, почему-то вкладывала деньги семьи не в экономику так называемых народных республик Донбасса, а в экономику вражеских стран. Ведь свое будущее и будущее своих детей они видят именно на Западе. Патриотизм – это жертвовать своим благом, но насколько ты готов жертвовать? Как на вопрос своего брата отвечает Максим Воробьев, мы не знаем. О войне он молчит. А вот Светлана Калининская высказалась вполне однозначно. Ничто в мире не может оправдать насилие. Русские не выбирали эту войну. Нас не спрашивали. Мы молимся за жизни украинских и русских людей. Мне стыдно. Чувствую себя опустошенной, беспомощной. Я в отчаянии. Не могу поверить, что это происходит. Перед публикацией мы отправили запросы всем участникам этой истории. Нам ответила только Светлана Калининская. Она сообщила, что в 2014 году вместе с детьми уехала из России, а с Максимом Воробьевым недавно развелась. От интервью Калининская отказалась. Понять ее можно, учитывая, во что сегодня превратили Россию члены ее бывшей семьи и их верховный босс. Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. Сколько можно это смотреть? На национал-предателей. Держится на таблетках. На тех, Этому кто аппарату зарабатывает нужна деньги тонкая здесь, настройка. у нас, а живет там. Ты еще можешь починить? И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Вот такая история. Если она вам понравилась, то подпишитесь на наш канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Это поможет его распространению, а значит, больше людей в России узнают правду.